Урок 1. Рост удаленной работы. Привет. Анна, ты заметила, как сейчас становится все более распространенной удаленная работа? Абсолютно. Интересно посмотреть, сколько компаний принимают это изменение. Каковы ваши мысли? Я думаю, что это обеспечивает большую гибкость для сотрудников. Они могут работать откуда угодно, что является огромным преимуществом. Я согласен. Это позволяет людям более эффективно сбалансировать свою работу и личную жизнь. Точно. Кроме того, это поможет сэкономить время и деньги на поездках на работу. Работали ли вы раньше удаленно? Да, у меня есть. Мне понравилось иметь возможность создать собственное рабочее пространство дома. Замечательно. Что вам больше всего понравилось в работе над дому? Мне понравилась тихая обстановка. Это помогло мне лучше сосредоточиться на своих задачах. Это имеет смысл. Иногда в офисах может быть довольно шумно и отвлекающе. Конечно. Но я скучаю по социальному взаимодействию с коллегами. Это верная точка зрения. Виртуальные встречи не могут полностью заменить общение с глазу на глаз. Точно. Приятно иметь такие спонтанные беседы во время перерывов в офисе. Может быть, компании смогут найти баланс, предложив гибридные модели работы. Это звучит идеально. Сочетание удаленной работы и работы в офисе может удовлетворить обе потребности. Да, это обеспечивает гибкость, одновременно способствуя командному сотрудничеству. Я надеюсь, что больше компаний рассмотрят этот подход в будущем. Я тоже. Это может привести к тому, что сотрудники станут более счастливыми и продуктивными. Урок 2. Свадебные традиции. Привет, Анна. Ты видела видео свадьбы, где невеста изо всех сил пыталась надеть кольцо? Да, это было так смешно и родственно. Представляю, как она нервничала. Полностью. Это такой важный момент, а потом такая небольшая икота. Верно. Повязка на пальце невесты является символом верности. Это должно быть идеально. Точно. Я думаю, это добавляет очарование церемонии, когда что-то идет не так, как планировалось. Определенно. Это сделает этот день еще более запоминающимся для всех участников. Говоря о традициях, есть ли у вас любимый свадебный обычай? Мне нравится традиция первого танца. Это прекрасный способ для пар отпраздновать свою любовь. Да, это такой милый момент. Какую песню вы бы выбрали для своего первого танца? Я бы, наверное, выбрала что-нибудь романтичное. Например, «Наконец-то» Этты Джеймс. А вы? Думаю, я бы выбрал «Перфект» Эда Ширана. У него такие прекрасные тексты. Отличный выбор. Как вы думаете, вам нужна большая свадьба или маленькая? Я бы предпочел небольшую, интимную свадьбу с близкими родственниками и друзьями. А ты? Думаю, мне бы хотелось чего-то подобного. Так кажется более личным. Точно. Кроме того, это позволяет более значимо взаимодействовать со всеми.
Да, и вы можете сосредоточиться на том, чтобы наслаждаться днем, а не беспокоиться о большой толпе. Конечно, давайте продолжать мечтать о наших идеальных свадьбах. Приятно подумать. Урок 3. Фитнес-путешествие. Привет, Анна. Я заметил, что в последнее время регулярные тренировки мне пригодились. Это фантастика. Последовательность действительно имеет значение. Какие тренировки вы делаете? Я сосредоточился на сочетании силовых тренировок и кардио. Это делает вещи интересными. Отличный баланс. Мне нравится включать йогу в свой распорядок дня для гибкости и расслабления. Йога– это потрясающе. Надо попробовать добавить его в свои тренировки. Как часто вы практикуете? Обычно я тренируюсь 3 раза в неделю. Это помогает мне расслабиться после долгого дня. Это звучит. Вы следуете определенной программе или смешиваете ее? Мне нравится смешивать это. Иногда я слежу за онлайн-занятиями, а иногда просто делаю свой собственный поток. Это разумный подход. Гибкость в вашем распорядке дня поможет вам сохранить мотивацию. Точно. Говоря о мотивации, ставите ли вы перед собой какие-либо цели в фитнесе? Да, я планирую пробежать 5 километров к концу года. Это дает мне то, над чем работать. Это отличная цель. Бег может быть очень полезным. Вы начали тренироваться для этого. У меня есть. Я постепенно увеличиваю дистанцию. А ты? Есть какие-нибудь фитнес-цели? Я хотел бы улучшить свою силу, возможно, попробовать заняться тяжелой атлетикой. Это звучит потрясающе. Тяжелая атлетика может дать очень много сил. Да, я думаю, это было бы забавным испытанием. Давайте делиться советами по мере продвижения. Определенно, поддержка друг друга может сделать наше фитнес-путешествие еще лучше. Урок 4. Мода вперед. Привет, Анна. Я задумалась об обновлении своего гардероба к сезону. Замечательно. Важно сохранять свежий вид. Какие стили вы рассматриваете? Я склоняюсь к более повседневным, но стильным нарядам. Я думаю, что многослойность является ключевым моментом. Абсолютно. Многослойность может добавить глубины вашим нарядам. Вы имеете в виду какие-то конкретные предметы? Я ищу красивые куртки и универсальные рубашки. Они незаменимы в это время года. Отличный выбор. Хорошая куртка действительно может улучшить ваш образ. Вы думаете о каких-то конкретных цветах? Я имею в виду землистые тона, такие как оливково-зеленый и коричневый. Их легко смешивать и сочетать. Эти цвета идеальны для осени. Они также создают теплую и уютную атмосферу. Точно. А вы? Вы тоже планируете обновить свой гардероб? Да. Я хочу включить в свой гардероб более экологичную моду. Это фантастическая идея.
Экологичная мода — это не только стильно, но и экологично. Верно. Я смотрю на комиссионные магазины и экологически чистые бренды. Приятно найти уникальные вещи. Мне это нравится. Экономия может привести к удивительным открытиям. Вы уже нашли что-нибудь особенное? Я нашла винтажный свитер, который мне очень нравится. Это единственный в своем роде. Это потрясающе. Винтажные вещи всегда имеют характер. Я должен попробовать как-нибудь сэкономить вместе с тобой. Да, это будет веселое приключение, и мы сможем помочь друг другу оформить наши находки. Конечно. Давайте составим план. Урок 5. Исследование Австралии. Привет, Анна. Я читала о восточной части страны и нашла несколько интересных фактов. Действительно. Что вы обнаружили? Я узнал, что два крупнейших города Австралии — Сидней и Мельбурн. Это верно. Сидней славится своим знаменитым оперным театром и красивой гаванью. Абсолютно. А Мельбурн известен своей яркой культурой и кофейной сценой. Вы бывали в любом городе. Да, я был в Сиднее в прошлом году. Пляжи были потрясающими. Знаете ли вы, что пляж Бонди обязательно нужно посетить? Я это слышал. Это очень популярное место как среди туристов, так и среди местных жителей. Что вам больше всего понравилось в поездке? Мне нравилось гулять по побережью и пробовать местную еду. Это был восхитительный опыт. Звучит потрясающе. Я всегда хотел посетить Великую океанскую дорогу недалеко от Мельбурна. Ты должен. Виды захватывают дух, особенно скальные образования 12 апостолов. Это точно в моем списке. Мне нравится, насколько разнообразны пейзажи Австралии. Да, от пляжей до гор каждый найдет что-то для себя. Пробовали ли вы какие-нибудь австралийские блюда? У меня есть. Я попробовал Vegemite на тосте. Это определенно на любителя. Это действительно так. Но я думаю, что это основной продукт для многих австралийцев. Что еще вы хотите изучить в Австралии? Мне бы очень хотелось увидеть Аутбек и узнать о культуре аборигенов. Это так богато и увлекательно. Да, это был бы невероятный опыт. Давай спланируем поездку вместе когда-нибудь. Это звучит как фантастическая идея. Я с нетерпением жду этого. Урок 6. Пробуждение творчества. Привет, Анна. Ты когда-нибудь задумывалась о том, как вдохновить на творчество? Ох, постоянно. Я думаю, что это важно для всех. Что вы предлагаете? Одна из идей — попробовать новые хобби. Недавно я занялась рисованием, и это было так здорово. Рисование звучит весело. Я никогда об этом не думал. Что вам в этом нравится больше всего? Мне нравится, как это позволяет мне выражать свои эмоции. К тому же, это очень расслабляет. Это чудесно.
Мне всегда хотелось попробовать лепить. Кажется, это отличный способ создать что-то осязаемое. Определенно, работа руками может приносить огромное удовольствие. Вы заглядывали в какие-нибудь классы? Пока нет, но я думаю об этом. Возможно, я найду местную мастерскую, к которой смогу присоединиться. Это отличная идея. Вы также можете познакомиться с новыми людьми, что может вызвать еще больше вдохновения. Точно. И я думаю, что сотрудничество с другими может привести к появлению уникальных идей. Конечно, иногда просто разговор о творчестве с друзьями может зажечь новые мысли. Да, я люблю мозговые штурмы. Они могут быть такими заряжающими. Говоря об энергии, пробовали ли вы когда-нибудь прогуляться на природе, чтобы вдохновить вас на творчество? Я нет, но слышал, что это творит чудеса. Свежий воздух и пейзажи должны помочь очистить ваш разум. Абсолютно. После прогулки в парке я всегда возвращаюсь с новыми идеями. Я обязательно попробую. Это звучит как простой, но эффективный способ повысить креативность. Это действительно так. Я думаю, что сочетание разных видов деятельности может привести к лучшим творческим прорывам. Урок 7. Подготовка к поездке. Здравствуйте, Анна. Планируете ли в ближайшее время поездки? Да, я. Мне не терпится исследовать новые места. А ты? Приятно это слышать. Я думаю о поездке на выходные. Ваш паспорт действителен. Да, я продлил его в прошлом месяце, так что я готов к международному путешествию. Большой. Всегда приятно, когда об этом позаботились. Куда вы хотите пойти? Я присматривался к красивым пляжам. Немного солнца и песка было бы идеально. Звучит потрясающе. Вы имеете в виду конкретный пляж? Я подумываю о поездке на Карибы. Вода там выглядит потрясающе. Ого! Карибы прекрасны. Я слышал, что закаты захватывают дух. Да, они действительно есть. Мне бы хотелось сделать несколько потрясающих фотографий, пока я там. Хорошая идея. Сохранение воспоминаний – одна из лучших частей путешествия. Точно. Есть ли у вас любимые места для путешествий? Я люблю посещать исторические города. Есть что-то волшебное в прогулке по истории. Это правда. Изучение различных культур очень обогащает. Абсолютно. А попробовать местную кухню просто необходимо. Какое ваше любимое блюдо из путешествий? Однажды я попробовал настоящую паэлью в Испании, и это было незабываемо. Звучит вкусно. Мне всегда хотелось попробовать приготовить его дома. Вам следует. Возможно, это будет не то же самое, но это будет увлекательный кулинарный проект. Определенно. Давайте обменяемся советами путешественникам, когда вернемся из поездок. Урок 8. Ломая барьеры. Привет.
Анна, я думал о том, как решить сложные проблемы в обществе. Это интересная тема. Что у тебя на уме? Позвольте мне внести ясность. Иногда мне кажется, что я ничего не могу сделать, чтобы выйти из этого тупика. Я понимаю. Когда дискуссии ходят по кругу, это может расстраивать. Как вы думаете, что является причиной этого? Часто глубоко укоренившиеся убеждения и политические мотивы омрачают разговор. Абсолютно. Например, я читал, что некоторые фетвы изначально были политически мотивированы. Точно. Когда религия переплетается с политикой, это все усложняет. Это действительно так. Люди могут чувствовать давление, заставляющее выбирать чью-либо сторону вместо того, чтобы искать общий язык. Да, поиск золотой середины имеет решающее значение для прогресса. Как, по вашему мнению, мы можем стимулировать диалог? Создание безопасных пространств для открытых дискуссий могло бы помочь. Людям необходимо чувствовать себя услышанными. Это отличный момент. В таких разговорах очень важно активное слушание. И сочувствие. Понимание различных точек зрения может разрушить стены. Верно. Речь идет о признании нашей общечеловечности даже в случае разногласий. Да, возможно, нам следует сосредоточиться на решениях, а не только на проблемах. Определенно. Инновации часто возникают в результате сотрудничества и разнообразных точек зрения. Мне нравится эта идея. Совместная работа может привести к прорывам, о которых мы даже не догадывались. Точно. Давайте продолжим обсуждать способы улучшения общения в нашем сообществе. Урок 9. Новые начинания. Привет. Анна, ты слышала о переезде Марка и Лизы в новый дом? Да, это захватывающая новость. Они уже обосновались. У них есть. В новом доме они обосновались довольно быстро. Приятно это слышать. Переезд может стать таким испытанием. Как вы думаете, что им помогло? Думаю, с распаковкой помогли их друзья. Когда у тебя есть поддержка, это имеет большое значение. Абсолютно. К тому же, у них наверняка был план, куда все разместить. Организация — это важно. Верно. Я заметил, что они даже покрасили пару комнат, чтобы они чувствовали себя как дома. Это прекрасная идея. Цветы действительно могут изменить настроение комнаты. Какие цвета они выбрали? Они сочетали мягкие голубые и теплые желтые цвета. Звучит очень заманчиво. Я могу себе представить. Эти цвета должны создавать спокойную и веселую атмосферу. Точно. Мне не терпится посетить и посмотреть, как они украсили это место. То же самое. Всегда интересно видеть, как люди персонализируют свое пространство. Определенно. Есть ли у вас какие-нибудь советы, как сделать новый дом уютным? Я думаю, что добавление личных штрихов, таких как фотографии и растения, имеет большое значение. Отличные предложения. Все дело в создании комфортной среды.
Да. И, возможно, устроим небольшую встречу, чтобы поделиться новым пространством с друзьями. Это фантастическая идея. Это прекрасный способ вместе отпраздновать новые начинания. Я согласен. Давайте запланируем в ближайшее время посетить их и привезти подарок на новоселье. Идеальный. Я уверен, что они это оценят и с удовольствием покажут нам свой новый дом. Урок 10. Чаты службы поддержки клиентов. Привет. Анна, был ли у тебя когда-нибудь хороший опыт работы с клиентами? Да, у меня есть. Буквально на днях я позвонил, чтобы сообщить о проблеме, и они мне очень помогли. Это фантастика. Чем они вам помогли? У меня пропало подключение к интернету, и они быстро помогли мне выполнить некоторые действия по устранению неполадок. Это впечатляет. Всегда приятно, когда они могут эффективно решить проблемы. Абсолютно. Они даже предложили проверить позже, чтобы убедиться, что все работает нормально. Это отличный связь. Спрашивали ли они, могут ли они вам чем-нибудь еще помочь? Да, они это сделали. Я сказал нет, вот и все, и мне очень понравилась их тщательность. Очень важно, когда они проявляют искреннюю заинтересованность в помощи. Конечно, приятно осознавать, что они заботятся об удовлетворенности клиентов. Я согласен. Был ли у вас когда-нибудь негативный опыт работы с клиентами? К сожалению, да. Однажды я ждал в ожидании больше часа, и тогда представитель не смог мне помочь. Это расстраивает. Длительное время ожидания может стать настоящим испытанием для вашего терпения. Точно. Это оставляет плохое впечатление. Я думаю, что хорошее общение является ключевым моментом. Абсолютно. Четкое общение может превратить негативный опыт в позитивный. Определенно. Я всегда стараюсь оставаться вежливым, даже в неприятных ситуациях. Это отличный подход. Доброта часто может привести к лучшим результатам. Точно. Будем надеяться на более позитивное взаимодействие с клиентами в будущем. Конечно, приятно делиться этим опытом и учиться на нем. Урок 11. Изучение методов обучения. Привет, Анна. Я думал о том, сколько существует разных способов узнать что-то новое. Это отличная тема. Какие методы вы считаете наиболее эффективными? Лично я считаю, что уроки полезны, но существует так много альтернатив. Абсолютно. Есть ли другой способ обучения, который вам особенно нравится? Например, вы можете попробовать онлайн-уроки. Зачастую они очень доступны и гибки. Да, онлайн-уроки могут быть отличным ресурсом. Какие предметы вы изучили с их помощью? Я немного узнал о программировании и графическом дизайне на различных платформах. Это впечатляет. Я слышал, что практика имеет решающее значение, когда дело доходит до кодирования. Определенно, чем больше вы практикуетесь,
тем комфортнее вам становится. Вы задумывались о том, чтобы освоить новый навык онлайн? У меня есть. Я подумываю о том, чтобы пройти онлайн-курс кулинарии. Было бы интересно попробовать новые рецепты. Звучит вкусно. Уроки кулинарии могут быть очень интересными, особенно с видеодемонстрациями. Точно. Вы можете четко видеть каждый шаг, что облегчает выполнение дальнейших действий. А если вы допустите ошибку, вы всегда сможете поставить на паузу и перемотать назад. Истинный. Кроме того, вы можете учиться в своем темпе, что очень удобно. Конечно, я также думаю, что присоединение к онлайн-форумам или сообществам может улучшить процесс обучения. Отличная идея. Обмен опытом и советами с другими может быть очень полезным. Абсолютно. Давайте как-нибудь вместе изучим некоторые онлайн-ресурсы. Урок 12. Комфорт в отеле. Привет, Анна. Когда ты останавливаешься в отеле, о чем ты всегда просишь? Вообще, я часто прошу дополнительное одеяло. Это делает пребывание более комфортным. Это отличная идея. Наличие дополнительного одеяла действительно может помочь, особенно если ночью становится прохладно. Точно. На случай, если температура в помещении упадет, я хочу быть готовым. Я полностью понимаю. А как насчет подушек? Вы тоже предпочитаете дополнительные подушки? Да, мне нравится выбирать разные подушки. Это делает сон намного лучше. Конечно, хороший ночной сон необходим во время путешествия. Был ли у вас когда-нибудь неудачный опыт использования постельного белья в отеле? Да, однажды подушки были такими плоскими, что я едва мог спать. Я должен был попросить больше. Это звучит неудобно. Быстро ли они отреагировали на ваш запрос? Они сделали. Персонал был очень любезен, что улучшило впечатление. Приятно, когда в отелях во главу угла ставится комфорт гостей. Вы когда-нибудь пробовали отель с уникальной тематикой? Да, однажды я остановился в тематическом отеле, и это было очень весело. Декор был восхитительным. Это звучит интересно. Какая это была тема? Это была пляжная тема. В качестве украшения у них были стены песочного цвета и доски для серфинга. Ух ты! Должно быть, это было похоже на отпуск прямо в отеле. Это действительно так. Мне понравилась атмосфера. Это сделало мою поездку еще более приятной. Я понимаю. Давайте поищем уникальные отели для нашей следующей поездки. Это может быть приключение. Урок 13. Открытие открытых пространств. Привет. Анна, ты была в каких-нибудь парках или на детских площадках в последнее время? Конечно. Всего в нескольких кварталах от моего дома есть красивый парк. Это звучит прекрасно. Что вам в нем нравится больше всего? Мне нравится пышная зелень и успокаивающая атмосфера. Это идеально для прогулки. Абсолютно. Парки– отличное убежище от суеты городской жизни. Есть ли у них какие-то особенности?
Да, есть небольшой пруд, где можно покормить уток, а также есть место для пикника. Это звучит восхитительно. Я люблю пикники. Это такой хороший способ насладиться отдыхом на свежем воздухе. Точно. Я часто беру с собой одеяло и закуски, чтобы расслабиться после обеда. Какие закуски вы обычно берете с собой? Я люблю приносить с собой бутерброды, фрукты и иногда домашнее печенье. Ням! Домашнее печенье самые лучшие. Вы сами их печете. Я делаю. Выпечка– одно из моих любимых хобби. Это терапевтично. Это потрясающе. Должно быть. Приятно получать удовольствие от того, что ты сделал сам. Это действительно так. А если поделиться ими с друзьями, это станет еще лучше. Нам стоит как-нибудь спланировать пикник в этом парке. Я хотел бы присоединиться к вам. Мне бы это понравилось. Было бы весело насладиться хорошей едой и отличной компанией на свежем воздухе. Определенно. Давайте выберем дату и сделаем это. Урок 14. Утренние процедуры. Привет, Анна. Я решила изменить свой утренний распорядок. Это звучит интересно. Удачи в утренней рутине. Я уверен, что это будет иметь значение. Спасибо. Я хочу начать свой день с упражнений и здорового завтрака. Это отличная идея. Утренние упражнения действительно повышают уровень энергии. Точно. Я читал о том, как это может улучшить концентрацию внимания в течение дня. Да, плюс питательный завтрак задает позитивный тон. Что ты планируешь есть? Я думаю об овсянке с фруктами и орехами. Это сытно и полезно. Звучит вкусно. Я люблю добавлять ягоды в овсянку. Они такие вкусные. Хорошая идея. Мне придется это попробовать. Есть ли у вас еще какие-нибудь советы для успешного утра? Я считаю, что планирование дня накануне вечером помогает мне чувствовать себя более организованным утром. Это умно. Я часто чувствую спешку, поэтому наличие плана может действительно помочь. Определенно. Кроме того, отказ от экранов по утрам поможет вам меньше отвлекаться. Я полностью согласен. Я постараюсь прочитать книгу вместо того, чтобы проверять телефон. Это звучит как замечательная перемена. Чтение может быть очень расслабляющим. Да, я рад видеть, как эти изменения влияют на мою повседневную жизнь. Мне не терпится услышать о вашем прогрессе. Давайте мотивировать друг друга придерживаться нашего распорядка дня. Абсолютно. Мы можем делиться своим опытом и нести ответственность друг перед другом. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь нашими видео и каналами.